Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Мария, и это канал для иностранцев, для людей, изучающих русский язык, для тех, кто интересуется русской культурой и литературой. И сегодня я вас приглашаю в русский киноклуб. Сегодня мы с вами поговорим о советском кино. Я вам расскажу об одном советском фильме, который мне очень нравится. Этот фильм называется «Операция Ы и другие приключения Шурика». Я вам очень советую посмотреть этот фильм. Это один из самых популярных советских фильмов. Он вышел в 1965 году. Режиссер фильма Леонид Гайдай. Это очень известный русский кинорежиссер. Также он снял такие комедии, как «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и другие. Но об этих фильмах я вам расскажу в последующих видео. А сегодня, как я вам уже сказала, мы поговорим о фильме «Операция Ы». Этот фильм состоит из 3 частей, но эти части независимы друг от друга. Что это значит? Что в этом фильме рассказываются 3 разные истории. Но хотя это 3 разные истории, они связаны между собой главным героем. Это значит, что в 3 историях один главный герой. И его зовут Шурик. Шурик – это студент. Очень добрый студент, очень забавный студент, смешной. И он всегда попадает в смешные ситуации. Сейчас я вам расскажу об актере, который снялся в роли Шурика. Его зовут Александр Демьяненко, и он родился 30 мая 1937 года в Свердловске. Его отец был актером, и мальчик всегда мечтал играть на сцене, как его папа. После школы он учился в Ленинградском театральном институте. Уже тогда он начал сниматься в кино, но настоящая слава пришла к нему. Это значит, что он стал известным, знаменитым, популярным только в 1965 году, когда он сыграл роль Шурика в фильме «Операция Ы». Шурик стал очень популярным героем, и люди в Советском Союзе, в СССР очень его полюбили, этого смешного студента. Также Александр Демьяненко сыграл роль Шурика и в других фильмах, такие как «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию». Но об этом, как я уже сказала, в следующих видео я вам обязательно расскажу, потому что эти фильмы очень смешные, и это наша история. Так что их обязательно нужно посмотреть. Также Демьяненко играл в театре,
и на радио. У него был очень красивый голос, поэтому он озвучивал иностранные фильмы. Александр Демьяненко умер в 1999 году. Ему было 62 года. Ну а теперь о Шурике. Кто же такой Шурик? Шурик – это главный герой нескольких фильмов. Это студент, очень забавный, очень сообразительный, умный. И он всегда попадает в смешные, забавные ситуации. Ну а теперь давайте я вам расскажу о фильме «Операция И». О чем же этот фильм? Как я уже сказала, он состоит из 3 частей. Первая часть называется «Напарник». Что значит слово «напарник»? Вы знаете это слово? Слово «пара». Пара означает 2. Например, если я говорю «они пара», это значит, что эти 2 человека в романтических отношениях. Да? Они встречаются, они любят друг друга. Но если я говорю «они напарники», это значит, что эти 2 человека работают вместе. У них общая работа, общее дело, общий проект. Так вот, фильм «Напарник», первая часть. О чем этот фильм? Шурик, он работает на стройке. А лучше сказать, он подрабатывает на стройке. Глагол «подрабатывать» – это значит, что у нас есть основное занятие. Например, у Шурика основное занятие – это учиться в университете. Но в свободное время он работает, подрабатывает на стройке, чтобы у него были деньги. Например, я вам могу привести такой пример. Он учится в университете и подрабатывает официантом. Это значит, что основное его занятие – это учеба в университете, но в свободное время он работает как официант. Например, когда я училась в университете, я тоже подрабатывала в фирме, я была помощником бухгалтера. Мне это не нравилось, но я подрабатывала, чтобы у меня были деньги. Итак, вернемся к Шурику. Шурик подрабатывает на стройке. И у него есть напарник, которого зовут Федя. Федя – хулиган. И его отправили работать на стройку в течение 15 суток. Что значит сутки? Сутки – это значит 24 часа, день и ночь. Почему его отправляют работать на стройке в течение 15 суток? Потому что раньше, в советское время, когда люди совершали что-то нехорошее, какое-то небольшое преступление, их отправляли на исправительные работы. Что значит исправительные работы? Чтобы исправить поведение человека, чтобы человек стал лучше благодаря этим работам. Итак, Федя должен работать на стройке, и его напарник
Шурик. Федя не хочет работать. И он постоянно нарушает правила и нормы. Шурик, так как это студент очень умный и сообразительный, он придумывает, как перевоспитать Шурика. Что значит перевоспитать? Это значит сделать так, чтобы другой человек начал вести себя лучше. Это была первая часть. Теперь переходим ко второй части фильма. Называется «Наваждение». Что значит наваждение? Это такое состояние, когда нам кажется, что мы во сне, и мы не понимаем, что происходит вокруг нас. Наваждение. Итак, Шурик должен подготовиться к экзамену, но у него нет конспекта, у него нет тетради, в которой записаны темы, в которой записаны материалы к экзамену. И он ищет конспект. Он идет по улице, а рядом проходят люди. И Шурик смотрит, что читают эти люди. И в какой-то момент он увидел, что кто-то рядом с ним читал конспект к экзамену, который он должен был подготовить. Это была девушка, которая читала конспект, но Шурик даже на нее не посмотрел. Он просто пошел рядом с ней и стал читать этот конспект. Так они провели весь день вместе, читая конспекты, но даже не познакомились, они даже не посмотрели друг на друга. Они познакомятся на следующий день после экзамена. Конечно, эта ситуация очень забавная и смешная. И нам осталась третья часть фильма, которая называется «Операция И». В этой части появляются 3 преступника. Преступник – это человек, который нарушает закон, который совершает преступление, что-то плохое, что-то нехорошее. Этих 3 преступников зовут трус, балбес и бывалый. Что значит трус? Трус – человек, который боится всего. Балбес – это значит глупый человек. И бывалый – это значит человек, который уже испытал, прожил много разных ситуаций, который побывал во многих ситуациях. Актеры, которые сыграли роли преступников, очень любимы и популярны среди русского народа. Их зовут Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов. Очень интересно, но Юрий Никулин не только был актером кино, но также он работал клоуном в цирке. О чем же третья часть этого фильма? Я вам расскажу, но сначала давайте посмотрим 2 слова, которые, может быть, вы не знаете. Это слово «склад». Склад – это место, где хранятся товары и продукты.
И второе слово – ограбление. Ограбление – это когда, например, вор заходит в дом, берет деньги и уходит. Например, меня ограбили. Это значит, что у меня забрали деньги. Деньги или что-то еще. Это ограбление, это преступление, когда мы берем что-то чужое. История начинается с того, что директор склада решает организовать ограбление. Ложное ограбление. Ограбление не по правде. Почему? Зачем он хочет организовать ограбление на складе, где он директор? Потому что на складе не хватает товаров. Где же товары? Возможно, сам директор их взял. И теперь он хочет организовать ограбление, чтобы потом сказать полиции, что товаров нет, потому что их ограбили. Очень умно, ведь правда? Так вот, он просит, директор склада просит у этих 3 преступников, чтобы они организовали, инсценировали ограбление. И все уже готово. Они называют этот план «Операция И». Но в ту ночь Шурик случайно оказывается на складе. Он приходит туда как сторож. И, конечно, он не дает преступникам совершить ограбление. Он их останавливает, он с ними борется, а в конце фильма вызывает полицию. Это очень смешной фильм, очень много забавных сцен. Я вам очень советую его посмотреть. Также в этих фильмах вы сможете увидеть реалии советской жизни, как жили люди в Советском Союзе, в СССР. И если вам нравится смотреть фильмы, и вы хотите смотреть фильмы на русском языке, а потом обсуждать их, говорить о них на русском языке, то я вас приглашаю в русский киноклуб, который я создала, чтобы студенты могли говорить по-русски, смотреть русские фильмы в оригинале и узнать многое о культуре, о жизни русских людей. Я оставлю описание внизу под этим видео. А сейчас я с вами прощаюсь до следующего видео и желаю вам хорошего дня и настроения.